Всем авы. Меня зовут Тейвил, и добро пожаловать в Грань. For English-speaking audiences, hi, and please don't forget to turn on these subtitles. We've meticulously translated everything from Russian into English. Приветствую! На связи Дамьен Сенклер. Раз в 2 недели по субботам в 8 вечера мы выпускаем новые эпизоды «Превратности времени». Чтобы нас становилось больше, поставьте лайк и напишите о своих впечатлениях в комментариях. Но это еще не все. Каждый день мы выкладываем различную информацию по миру Грани, в котором происходит игра. Происходит это все в соцсетях, так что присоединяйтесь к нам в ВК, Телеграме или в Дискорд-канале Легендария. Приятного просмотра! Вы подходите к монастырю, и уже там стоят, собственно, 2 рыцаря и Этьен, их паж. Вот. Видно, что сейчас, вот если в караване было видно, они, конечно, с вами особо не общались, эти рыцари, но было видно, что они такие доминантные личности. Сейчас они стоят, как будто они телохранители, короче, как охранники. Вот, Этьен поворачивается к вам. О, вы нас догнали. Никаких проблем не было? Пара приключений, ну ничего себе. В этом гости демон такой просто. Хотя есть парочка моментов, которые бы мне хотелось, конечно говоря, с вами обсудить. Как представителям рыцарства. Говорит, все-таки на полный желудок обсуждать это будет намного более богоугодно. А это действительно крайне христианский подход. Говорит, сейчас нам откроют ворота, и... Вы что-то знаете про этот монастырь? Это монастырь Жаме. Он дал кровь достаточно многим людям, почти 10 тысячам. Дает кровь. Поправляет Этьен. Не сам дает до сих пор. И вы видите 3 женщин. Одни немножко более упакованные в монастырские одежды, волосы закрыты, все как всегда. Другая явно намного более пожилая, чем 2 эти девушки. Более, так сказать, презентабельна для общения с людьми. Позвольте представиться, Жофре Сенклер, это мой друг Реми Далтон, он из Шотландии, верных католиков. Если мы можем поговорить с вами наедине, было бы просто замечательно. Но в любом случае нам нужно разместить всех наших друзей и путников, он указывает на и этих добропорядочных рыцарей и сопровождающих их пажа, а также он указывает, с нами есть пилигрим из немецких земель. Также я хотел бы обратить внимание на то, что он указывает на Аяну. Данная леди, к сожалению, больна проказой. Я вижу по маске, говорит. Она также не говорит по-французски, но она просила передать то, что ей бы хотелось место, где ей можно будет помолиться, но, как вы понимаете, чтобы не пугать других беженцев, желательно где-нибудь наедине. Она поворачивается к своим монашкам и говорит: Люси, обеспечь, пожалуйста, всем кельи, в которых они могут переночевать. Говорит, вы же сможете ночевать по 2 человека вместе? Конечно. Разумеется. Дамьен же поворачивается к Аяне и говорит:
Тебя проводят, я сказал, что ты прокаженный, ну все как водится. Сама же, если у вас есть какой-то важный разговор ко мне, Да, у говорит, нас есть вопрос теологического характера. мы всегда готовы к обсуждению тайн божественных. Но его лучше обсуждать с наиболее доверенными лицами. Говорит, я обсужу его с вами непосредственно, напрямую. Вы расходитесь. Собственно, Сесострис и Гуницын отправляются в главное помещение. Выглядит все это как большой квадратный монастырь, но при этом стена внешняя также является стеной основного здания, и то, что внутри, является что-то типа внутреннего дворика. Очень длинный барбикан получается, ворота, через которые, собственно, все проходят. Как длинная арка, на самом деле, получается, такая толстая. Вы заходите и поднимаетесь на второй этаж. Проходя по коридору, рядом, собственно, решетчатые такие окна иногда попадаются, вы смотрите можете там, не знаю, посмотреть в окно и увидеть, как все полно исключительно монашек, которые сидят и ковыряются в земле зимой. Непонятно зачем, но очень, очень ухоженным кажется внутренний двор. Возможно, именно поэтому. Ты знаешь, я пока мы идем, вежливо спрашиваю, подскажите, что делают сестры? Сестры меняют землю, потому что когда снег растает, у нас будет посев. Танки. Ты видишь краем глаза, как в углу этого самого внутреннего двора одна из монашек, сидя, просто вот так что-то делает, и вдруг теряет сознание и падает, короче. Есть какая-то реакция на это? Две другие там же бегут, подбирают ее и уносят куда-то внутрь. С вами также идут два рыцаря и Жанна, которая Этьен. И вас начинают потихоньку расселять. Собственно, рыцари поселили вместе. Этьена отдельно сказали, что к нему еще кого-нибудь доселят. И вас вместе с Сесострисом, они, преуменьшили размеры своих кроватей, вы оба умещаетесь, если посмотреть. Аяна. Собственно, ты заходишь вместе с сестрой Миреной в местную часовню. Она продолговатая, очень скромная, по минимуму каких-либо излишеств. Очень хорошее освещение, и над алтарем вдали на стене висит большой такой крест распятия. Тебе говорит сначала по-французски, потом по-немецки, не знаю, она не знает, ты поймешь ты ее или нет, что часовня в вашем распоряжении, я буду снаружи, но походу ты не понимаешь, что она имеет в виду. Я вообще ничего не понимаю. Какие языки ты знаешь? Английский свой, древнеегипетский, древнегреческий. А свой это из Это из индейцев, да. Древнеегипетский, древнегреческий? Алхимик же. Хотя хрен его знает, может она древнегреческий знает. Не, слушайте, не все монахи ученые, тем более женщины, они чаще занимаются в основном menial labor. Да, вот были бы мы в районе России, там это было бы более вероятно. Яна, ты видишь, как она просто выходит и оставляет тебя наедине с Богом. Шикарно. Никого нет. Хорошо. И я подхожу к алтарю. И просто вот так складываю лапки в кулак. Смотрю на крест. Просто, если кто-то все-таки есть, она не заметила, просто поднимается маска к кресту, и я колдую альтернативную альтернативную сущность. Там есть какое-то освещение, там слабое? Свечи горят, ты чувствуешь запах благовоний. Имеется в виду инсенс. Нам потом все это объяснять. Чудо монастыря Жумье пролечило ее. Превратила в ангела. Во что ты превращаешься? В человека, француженку тех времен, как понимаю, с короткими темными волосами, где-то по каре, просто аккуратные руки становятся без, есть чешуйки были видно какие-то, их нету, они просто аккуратные, и
крылья, которые реально есть, они немножко меньше становятся и полностью белоснежными. И они скрываются под плащом. Я просто снимаю с головы плащ, маска, просто тоже убираю в сумку и выхожу. Собственно, выходя из часовни, ты понимаешь, что тебя действительно оставили в покое, рядом даже сестры Мирены нету. Отлично, я помню путь назад. Назад к входу? Ну да. Ну да, отлично. Ну да. Я иду ко входу и пытаюсь найти своих. Хорошо. Долтон и Сенклер. Значит, Батиста проводит вас в другое крыло монастыря. Заходите в достаточно просторное помещение со столом, книгами, и вы понимаете, что это местная монастырская библиотека. Конечно, в мужском монастыре эти библиотеки бывают по них целые здания, но здесь не занимаются переписыванием явно, здесь занимаются именно ручным трудом. Батиста присаживается за стол, и по стене, собственно, стоит целый ряд лавок, вот, буквально там 6-8 штук. Она приглашает вас сесть на лавке. Значит, что вас тяготит, дети Я мои? пока стою, значит, достаю из-за спины этого гуся. Сестра Батиста, правильно? Батиста. Нет, Нет, в смысле, она аббатесса. настоятельница Марии. Ее так зовут. Настоятельница Мария, у нас есть основания полагать, что этот гусь одержим дьяволом. Позвольте мне пояснить, я и мой друг являемся учеными-теологами, которые странствуют ныне по земле Франции. И буквально сегодня утром мы наткнулись на этого гуся, который вел себя крайне агрессивно по отношению к жителям местной деревни, да и стал вести себя крайне агрессивно по отношению к нам. Мы сначала полагали, что это просто чрезмерно агрессивный гусь, как и могли бы предположить. Однако дальнейшее его изучение навело нас на мысли о том, что он действительно является одержимым. Просто посмотрите ему в глаза. Наше профессиональное мнение Она таково. так медленно наклоняется вперед и смотрит на гуся. А гусь смотрит. Well, that is not unheard of. Действительно, у вас есть записанные упоминания позеснутых гусей? Я сама лично, не гусей, но... Бывают Домашнего скота. Бывает домашний скот, который одержим либо злыми духами, либо дьяволом, да. Вы знаете, мы бы хотели бы провести обряд экзорцизма из данного гуся. Несомненно, с вашей помощью. И благословение. Да, само собой. Говорит, да, я согласна, но нужно пройти в часовню. А я успею? Прямо сейчас ты успеешь. Да. Right now. А по пути я ее спрашиваю, а скажите, а что является причиной такого, на мой взгляд, необычного явления? Позеста. Обычно это бывают не демоны, а скорее неупокоенные души. И война, естественно. Война довольно тяжело отражается на долине Луара, говорит она. Все больше и больше мы принимаем беженцев и едва находим силы, едва хватает от наших резервов, чтобы их всех кормить. Но... Скажите, я слышала об одних происшествиях в Чехии, и скажите, какова вероятность, что данный гусь, быть может, одержим духом убиенного Яна Гуса? Дамир, когда говорит, едва удерживает абсолютно спокойное, серьезное выражение лица. Ты, смотря на нее, понимаешь, что она просто закусила себе губу. Вы, собственно, идете в монастырь. Я встречаю их по пути? Да, я думаю, вы пересечете. Сейчас я хочу Сесострисом и Куницын заняться. Вы в келье вдвоем, вы слышите стук в дверь. Я открываю. Ты видишь монашку, которая смотрит на тебя такими довольно серьезным взглядом. Guten Abend. Кивает тебе.
показывает руками куда-то. Я смотрю в ту сторону. Там ничего. Показывает пальцем куда-то из окна в сторону места, в окно, имеется в виду, в сторону места, где упала в обморок девушка. Ага. Ты видел? Я ей знаком показываю, типа, туда? Я киваю, собственно, показываю, что да, я видел, как это произошло. Она достает какую-то табличку, и протягивает эту табличку тебе. Угу. Там Что это? изображено что-то очень страшное. Какие-то цепи, какая-то такая, знаешь, какие-то колья, как будто лицо с кольями вместо бороды. Она оставляет рисунок тебе, разворачивается и уходит. Приятной ночи. Я смотрю на это, поворачиваюсь к Сестрису и говорю, а вот это я не очень понял. Я как понимаю, это местное искусство. Я тебе показываю, говорю, нет, слушай, Что ты это... видел? Что там вообще происходило? Да, господи, я даже не придал этому особого значения, но там работали монашки, они что-то связано с заменой земли, чтобы вовремя что-то посадить, и одна из них в какой-то момент просто, знаешь, я не знаю, то ли она от усталости заснула, то ли она в обморок упала, не слышно. И она спрашивала меня языком жестов, видел ли я, как она упала, и после этого она дала мне это. А Коля торчит наружу или внутрь? Наружу. Знаешь, что она на самом деле на языке жестов имела в виду? Видел, как упала та монашка? Ты слеп. Сестрис, если тебе не сложно будет подождать здесь, я бы сейчас попробовал найти сестру Люсиль, господи, эти французские имена. Я бы попробовал ее сейчас найти, потому что мне не нравятся вещи, которые я не понимаю. Может быть, если монахиня обратилась именно к тебе, а не к сестре Люсиль, может быть, она в этом замешана? Я внимательно смотрю на... Там только лицо или там тело тоже? Нет, только лицо. Вот прям вот портрет. Так, я хочу посмотреть, это вообще с моей... Оно вообще похоже на кого-то, вот то, как оно нарисовано, хотя бы чтобы... то есть это монашка, может, какая-то там нарисована? Я не знаю. Я не знаю, ты смотришь на это, то есть... С логической точки зрения, не знаю, может быть, с магической точки зрения, может быть, такие создания есть. Давай аркану. Сестрис, мне 10 плюс... 5, 15. 15. Знаешь, это может быть божество какое-нибудь, или это может быть эмоция, которую кто-то пытается выразить, но, честно говоря, здесь что-то слишком художественное для твоего понимания. Магического такого какого-либо и религиозного, в том числе, ты в этом не видишь. Я не знаю. Бог, Тонь! Что-нибудь такое, но не более. Я бы на твоем месте, если ты беспокоишься за ту монахиню, которая к тебе обратилась, я бы беспокоюсь в принципе. Я не люблю, когда вокруг нас происходит непонятная хтонь. Давайте переключимся на Аяну, которая встречается с, собственно, настоятельницей и нашими англо-французскими, так сказать, товарищами. Масочка немного выглядывает из сумки. Вы узнаете Аяну вы узнаете, что это Аяна. Мы сразу не нужно... Сумка очень заполнена, да, не нужно кидать. Не, просто... то, что заметил ли я ее или нет, масочку там. Она же выглядит не так, как она выглядела в 20 веке, правильно? В 21 веке. То есть ты приняла какое-то совсем новое обличие? Как француженка. Все, да, логично. Кинь Deception, а вы инсайт оба. У меня 20. Ты замечаешь. Я так Именно инсайт, не персепшн? Инсайт. Я хотел не 7. заметить. 6. А ты, наоборот, не замечаешь. Вот. У тебя 7? Нет, ты тоже замечаешь. Масочка торчит сильно, как казалось. Очень сильно. Дамьен... А монашка замечает? Она как будто не смотрит даже в эту сторону, она дальше идет. Дамьен, проходя, просто пробегается взглядом, вообще так, мимо этого, после чего поворачивается. И я присоединяюсь к ним. Приподнимает бровь.
Просто что пожимать плечами? Какой план? Настоятельница смотрит. Это, наверное... спрашивает тебя, вы из тех, кто недавно прибыл с Подорляна? Я ни черта не понимаю, что она говорит. Нормально, мы поэтому тебе я смотрю. показываем. У нее было И колено. киваю. Нет, она... У меня под плащ плащ. под плащ плащом. спрятала. Ну, как бы, выпирает там что-то по грани. Ну понятно, это может быть Да. что угодно. Горбунья, Что в общем. угодно, Да, может горбунья, реально. Была- Не горбуня, а Тебе просто везет! Лепружина, горбунья! они вот Сейчас так еще же. цыганкой Они станешь. вот так. Какой цыганкой? Я бледная, шучу, как шучу, молоко. Вот. Хорошо, значит, она говорит, знаете что, мне, честно говоря, одного из вас хватит. Вы пройдете со мной, вы, который с гусем? Да. Прошу прощения, я не могу оставить своего друга без моей помощи. Это крайне опасное деяние, мы должны помочь изгнать. О, Хорошо, я согласна. А я смотрю на гуся. И мы такие... Что? Она, знаешь, стоп. Инсайд тень. Потому что я знаю, что она намекает. Это мой странный. 16. Ты понимаешь, что как бы гусята оставьте, потом суп. Хорошо. Значит, вы заходите в часовню. Аббатиса, ну, просто максимально серьезным выражением лица и голосом. Положите больного на алтарь. Я аккуратно кладу и отдергиваю руки. Дамьен обходит со стороны, осматривает, осеняет его крестным знамением с 4 сторон со всех. Встает перед алтарем, раскидывает руки так, чтобы вы положили свои руки на нее. Приглашает коснуться. Дамьен кладет с максимально серьезным видом, со слишком серьезным видом. Значит, она начинает что-то читать на церковной латыни. Значит, Я понимаю, что она ну читает. да, понятно, это молитва, собственно, которая типа изгони, ну, Господь изгони дьявола из этого существа. Вредного животного. Вот. Дамьен так прям... Слово гусь точно на латыни есть, гуси спасли Рим. Да. Из твари божьей. Да, Дамьен на латыни поправляет церковного гуся. Вот. В какой-то момент, ну, когда как раз ты поправляешь, она начинает говорить еще громче. In nomine Patris, Filii, Spiritum Sancti, и продолжает речитатив. Вы чувствуете магию, вы видите, у вас немножко начинают дрожать руки. Вот. И вы видите, как из гуся начинает струиться какая-то такая дымка, причем она идет абсолютно не по правилам физики, она просто вот так вот прыгает. Такой волной. Гусь. Я такой... Вот. И это струящаяся дымная вот эта вот энергия на мгновение формирует такое, знаете, лицо, как будто кричащее. Тинти, Investigation оба. Нет, ты не кидай, ты знаешь. Вот. Я не кидаю? Да, ты не кидаешь. 16. Вот, вы понимаете, что это спектр. Неупокоенная душа кого-то погибшего чаще всего наиболее глупым образом. И оно буквально иссякает. Он ничего не говорит? Дамьен смотрит туда, куда улетел дух. Да, Смотрит на гуся. чистые глаза гуся, абсолютно тупые, как у гуся. Дамьен решительно подходит к гусю, берет его на руки и смотрит ему в глаза. Знаешь, я такой толкаюсь, и тоже такой... Мы смотрим просто в разные... Бездну я не вижу. Это, конечно, очень интересный кейс. Спасибо. Мы запишем его и упомянем, конечно же, в наших трактатах. Примите, пожалуйста, этого гуся в дар вам за помощь.
Пускай он станет символом этого монастыря. Она очень с большой благодарностью смотрит на вас, берет гуся, говорит: о да, это очень сильно нам поможет. Я так старалась, я так ловила, они просто его отдали. Следующий Хорошо. гусь твой. Я понимаю, что меня задолбало ходить ногами как плебей. Я сбрасываю плащ, короче, взлетаю вверх еще посмотреть. Тебе открывается просто прекраснейший вид на огромный лес с одной стороны, текущую вдали реку и очень явно кипящий жизнью город Тур с другой стороны. И со стороны холма сзади ты видишь немного заброшенную башню. О, Где-то в 3 милях отсюда. башенька, отлично. Что, куда ты летишь? К той башеньке. Ты долетаешь довольно близко к башне. Нее тянет какой-то, знаешь, такой зловещей заброшенностью. Вижу ли я что-то необычное? Ну, Прям, кроме ее зловещности. Ничего необычного для башни ты в этом не видишь, но ты видишь символы, такие кресты. Это просто, как я говорю, это может быть та самая башня. Да ладно. Да! Видно, что она пятизубцовая сверху, и 2 зубца отвалились уже давно, причем внизу они не валяются. То есть она Явно будет кто-то ее старой, начал просто. растаскивать на камень. Ты можешь подумать, что одной туда соваться плохая идея. Надо вернуться назад и рассказать своим друзьям, а заодно, я думаю, о гусе и о вкусном супе из него. Надеюсь, рыбис Демианова не его оставит. Обратный путь тебе также помог высмотреть внизу дорожку, которая приведет вас к этой башне за 40 минут. Вы втроем встречаетесь, и у вас есть немножко времени обменяться впечатлениями. Максим. Мадемуазель Аяни приняла иной облик, Так, человеческий. Слегка горбатый, правда. хорошо. Двугорбый. Мне очень интересно, как они Нам же удалось ликвидировать чрезвычайно высокую угрозу в виде гуся, убийцы. Гусь был одержим призраком невинно убиенного крестьянина, воина-француза. Мы не знаем. Мы не знаем. Но с этим все в порядке. Is that a thing? Мы знаем его. Apparently yes. Да, к сожалению, реалии этого мира таковы, что даже когда ты гусь, ты можешь быть possessed. Не в обиду вам двоим, но хорошо, что в нашем времени магии меньше. Я показываю вот эту вот хрень, а вот это передо мной нарисовала монашка, которая общалась с знаками, и в первую очередь ее интересовало, видел ли я, как одна из их монашек упала в обморок. Дамир же смотрит на портрет, так задумчиво. Ты ловишь от этого портрета ощущение, как будто какой-то страх. Всматривается в тебя опять. Страх, ужас, который как будто в чем-то contained, как будто этот рисунок экспрессирует ужас того, кто рисовал его. Дамир так, знаешь, замечает, перспектива хромает и пропорции кривые. Но вообще это похоже на экспрессионизм. Кажется, он нарисовал свой страх. Как бы вы оценили настоятельницу? Она помогла изгнать призрака из гуся. Я просто не понимаю, почему одна из ее монашек решила нарисовать это при мне и дать это мне. Вы пилигримы, вы похожи на крестоносца. Ну, собственно, вы понимаете одну вещь. Вы завтра в любом случае, ну, если вы, конечно, хотите оставаться с Жанной, выступаете отсюда. Ага. Так Надо что, идти нам нужно идти сейчас. если вы хотите... Приближаясь к башне, Аяна в этот раз она же идет по земле, не летит. Нет, летит, конечно. Летит, да. Летит и дает подзатыльники ногами. Нет, даже как ты летишь, на какой высоте? Ты далеко от земли? Не очень далеко, типа. Не как раньше, ты чуть ли не под луной, да? Нет, не под луной, Хорошо, конечно. И значит- даю ногами подзатыльников вот этим двум, которые отдали моего гуся. Просто отдали, даже не Яна продали. никак не может успокоиться со своим гусем, пока небольшое давящее ощущение не появляется. Кофе пиджин. Пока какое-то давящее ощущение не появляется в ее душе, назовем так.
Ты себя приближаешь к башне, близко к земле, ты начинаешь себя чувствовать немножко не в себе. Вы замечаете, что довольно темно, я так понимаю, вы идете с факелами. Мгм. Вы замечаете, что как будто снег отблескивает каким-то таким нездоровым зеленоватым цветом, когда вы начнете подходить. А можно это... Фонарик намного сильнее, чем факел. Вот. Ты смотришь, ты понимаешь, что снег как будто... Здесь, как бы обычно снег такой припорошенный, мягенький, хороший. Здесь он как будто кристаллами, которые такое ощущение, что если голую ногу на них поставить, он порежется. Так, Ничего не я обращаюсь к хочется. своему Шауму. Шаум, мой старый друг. Я знаю, ты много раз умирал ради меня. Больше, чем ты можешь считать в спящем состоянии. Вот, собственно, я вселяюсь в его сознание и ползу в змею внутрь. Внутрь, в смысле, в башню. Смотри, значит, подползая к башне, собственно, ты из глаз Шаума замечаешь то, что двери и все вокруг поросло какой-то, знаешь, такой коричневой плесенью. Так. Мы не будем к этому прикасаться. Там есть щель, где можно проскользнуть, но как бы придется через Подожди, зерно а там прорваться. сверху уже есть больница? Сверху 5 зубцов, из которых 2 отвалились уже. Нет, больница. Бойницы, нет, скорее окошечки. Угу. А Яна, ты же сможешь поднять кошку с приделанной к ней веревкой наверх и закрепить ее там? По-моему, она упомянула, что там есть такой- дверь. Да, снизу. Там, я такой, Не надо. Такой, знаешь, Сотрис такой. Там все поросло какой-то неизвестной плесенью. И я не прикасаюсь. Мерзкая, омерзительная магия. Ну, выглядит Давайте причудливо. лучше через верх. Я предлагаю, и мы пойдем все-таки через верх. Помните наше боевое построение? Главное, ты впереди, босс, а не маг. Твой ворон пусть занесет моего Шаума в одну из больниц. Мгм. Дамьен говорит очень так непонятно, услышал он или нет. Вангард как продолжает раз посмотреть. возвращаться начинает, он осмотрел окошки, и он говорит, что там низги не видно, все в каких-то лестницах, но верхний этаж явно такой многоплатформенный, то есть там много комнат Мгм. различных. Не слышал ничего? Он говорит, ну нет, я ничего не слышал, но ощущение даже для меня зловещее. Мгм. В общем, стоит держаться отсюда подальше, а мы идем, как обычно, внутрь. Есть такое. Классика. Слушай, изобрази-ка ненадолго герб Мексиканской империи и протащи Just say no more. Он хватает, змею в когте и значит, летит, находит какой-то столб по дороге, на него на секундочку садится, чтобы изобразить герб, а потом взлетает и заносит змею на последний этаж. Ну, собственно, я переселяюсь опять в змею, смотрю. Вот, и заползаешь, змей чувствует, что стены, пол и так далее, он проползает что-то, что он как будто форму такую выполняет, понимаешь, там на земле, на полу выгравирован большой крест, вот, ползет дальше, и значит, такое отчетливое понимание, это библиотека. Угу. Здесь есть какая-то библиотека. Так, а ниже? Он начинает спускаться отправляться к ступеням и упирается в какую-то запертую дверь, и щели нету даже. Ровно почти под вход змея обнаруживает очень слабый сегмент. Это даже не ловушка, это просто типа, если кто-то туда наступит, то она провалится. Я говорю, свернись там клубком, чтобы мы увидели, где это. А я закрепила веревку и, дернув, проверив, что да, все держится, насколько ей позволяет познание в веревках. И она спускается вниз и говорит, ну что, сухопутные, лезайте. Я внимательно осматриваю люк, в итоге говорю, нет, здесь ловушек больше нет. Открываешь?
Я аккуратно его приоткрываю. Ну, открывается легко без... Там Шаум свернулся клубком на опасном участке. Не наступайте туда. Шаум. Какого цвета твой шаум? Зеленый, ярко-зеленый. Значит, перебравшись туда, вы находите вход в библиотеку. Фонарик твой освещает ее. И увидите 5 вещей, которые попадают вам в поле зрения. Первое – это большое количество стеллажей, действительно не тронутых, но все в пыли, абсолютно все в пыли. Вот. Второе – это в середине как будто какой-то колодец, но вместо как бы воды или ведра оттуда просто торчит камень. Это круглое помещение, и в середине типа некое колодезное образование. То есть это помещение занимает всю башню. Нам понятно, Да. оно уходит дальше Примерно вниз. Нет, подожди, это вся башня? Нет, не Вся вся в высоту, а весь этаж. В диаметре. В диаметре вся башня, да. То есть Ну, по минус лестница. По центру колодец. По центру прям, ну, вот этот типа как цилиндр такой из Да. камня Поняла. сделан. Из него торчит камень. То есть он большой, этот камень, получается. Ну, Метр минимум в диаметре. вот так вот он торчит на... А диаметр колодца какой? Ну, то есть камень это очень большой. Достаточно. Ну, то есть, я понимаю, посередине это вот То есть мы такая его не поднимем. хрень, и вот тут камешек торчит. Это была вторая вещь, которую я сказал. Есть здесь также какой-то люк вниз с большим красным знаком креста. Но только креста здесь уже имеется в виду не католического, А тамплиер. no. Вот такой крест. Ну, самое смешное, что все ограждено, ты начинаешь понимать, запыливает, все ограждено каким-то стеклом. Именно стеклянным образом. Мутное стекло, очень мутное стекло. Вот. И на нем, короче, знак вот такой вот глаза. В пирамиде? Выгравировано. Что ограждено? стеклом? Помещение дальше вы пройти не можете. Иллюминати. Подожди. Короче, вы видите это Нифига все не понял, через... где Вы вот эта комната, вы выходите с лестницы, и вот заход в эту самую комнату закрыт стеклом. А как змея поползла оттуда ко мне на лестницу? Внизу есть пространство. А, Так. А можно, вот, если смотреть на это сверху, то есть, соответственно, вот мы спустились. Вот такое стекло перед тобой. Полуцилиндрическое. И я подхожу. Тынь-тынь. Дамьен, Реми, мне казалось, или стекло такого размера и Нет, его не кривизны- могли сделать здесь и в это время. Или в более раннее время, явно. Этой башне 200 лет. Этой башне 200 В ней, лет, в ней сейчас есть стекло, которое не принадлежит этому времени. Как минимум технологии производства которого неизвестны в этом времени. Дамьен так смотрит, да? Кто-то здесь уже был до нас. Это не тамплиеры. Я провожу пальцами по стеклу. Я пытаюсь понять, насколько оно гладкое. Знаешь, ну достаточно гладко, да. Там выгравирован знак глаза, короче, вот этот. Я вот, типа тремя такими обхожу, вниз. знаешь, я обхожу вот так вот стекло, я пытаюсь пальцами нащупать, есть ли сочленение, то есть это цельное Короче, прям стекло. ты какое-то время изучаешь это стекло, и ты понимаешь, что это цельное стекло, которое... А теперь я хотел бы понять следующее. А каким образом в подобную башню это стекло вообще можно затащить? Да не можешь себе представить такой вопрос. Дамьен же тем временем осматривает это стекло и разглядывая через него, замечает знак. И Дамьен пытается понять, а что это за знак. Это египетский знак, древнеегипетский знак. В смысле, глаз? Да. Дамьен опускается ближе к нему и пытается вспомнить, знает ли он, что обозначает этот знак. Это знак гора. Что-то помню из Да, пятого Это знак класса. гора. А что он может означать что в таком значит? изображении, я знаю? Да, что угодно. Что означает глаз гора? Глаз гор означает, что это место сокровенное и охраняется богами. Если ты знаком с тем, как это создается, там нам есть чего опасаться, если мы будем пытаться туда пройти? Конечно, есть. Древняя и могущественная магия. Которые использовали только в Египте. Какого хрена тут делает? Вот. Окей, investigation.
Мне скорее интересует другое. Если это заклинание Древнего Египта, то как оно было скастовано на башню, которая была построена 200 лет назад? 22. Что это такое? Самый очевидный Артмагатем? вариант — это спеллскролл. А то есть спеллскроллы не перестали работать? Это маготемы. Они сохраняют в себе магию. Я такой смотрю, Чтобы кастануть спеллскролл знак успешно. Гора. Кстати говоря, И великое заклинание сотворения Да и- тайных убежищ. Открыть эту магию как? Это очень могущественная магия, только другие жрецы могли ее отменить или открыть. И для этого требуется, кровавая жертва. Могу ли я из знания религии узнать, какая именно жертва? Teen Religion. Кровавая. Какая есть? Ну, я Сейчас не посмотрим, насколько она должна быть кровавая, да? Пожалуйста, нормальное число, пожалуйста. Нормально. 19. Должна пролиться кровь. Не обязательно смерть, должна пролиться кровь. Дамьен, глянув еще с сестрица, то есть это заклинание просто огораживает и не дает типа никому попасть внутрь? Да, это сами боги следят за этим. Дамьен, знаешь, так смотрит на него, смотрит на стекло, после чего неторопливо подходит к полуразваливающейся лестнице, присматриваясь вниз и, наклонившись, подбирает такой здоровенный покрупнее булыжник, так подкинув в руках. The Borders. С разворота швыряет этот камень в стекло. Что там? Семерка мечей. Восьмерка мечей. Восьмерка, хорошо. Ну, ты знаешь, как это работает. Мгм. у меня десятка моркови все-таки. Десятка морковь. Камень входит как будто в стекло, как будто оно начинает немножко вибрировать, поглощать его, и комната начинает заполняться холодным туманом. Вот это вот маленькое пространство, в котором вы находитесь, начинает заполняться туманом. Из середины тумана перед стеклом формируется какая-то фигура с белой белоснежной кожей, с страшным оскалом, с длинным мечом в руке и... Что это? в смысле, что? Роллы нежитель. Да, я понял. Я это знаю? Секундочку. И знаком Гора на лбу. У всех этих сфер есть хранитель. Ты не знаешь, как его триггерить, естественно. Вот, было сильно до тебя, но этот хранитель когда-то был кем-то живым, кто здесь находился. И он, собственно, свою жизнь положил на то, чтобы охранять это место, пока оно будет цело. Типа Меджай был? Что-то типа, назовем так, что-то типа Меджая, но конкретно вот у этого полная фича, что он был человеком. То есть это приходит с заклинанием. Понятно. Это компонент. Вы будете сражаться с компонентом заклинания. Ролл инициатив. У кого больше 20? 22. От 15 до 20 не у кого? 19. 19. У тебя? 16. 16, хорошо. У кого от 10 до 15? Сколько? 14. 10. Ага. Нам придется сражаться с каким-то странным... Это странный Меджай. Странный. Это мини-меджай. Это тамплиер, которого принесли здесь в жертву, чтобы он стал духом-защитником. У вас нет времени на этот Окей, разговор? согласен. Итак, тамплиер с мечом стоит напротив вас. В взгляде его гнев. Но видно, что он не просто вопит и рычит. В какой-то момент замолкает и говорит одно слово, которое понятно на всех языках. Прочь! Куницын достает... Давай На руку. камеру это лицо покажи. Типа не надо резать руку. достает тот самый клинок и прям одним движением проводит по ладони Аяны и на всякий случай, раз уж я сделал так или иначе атаку
one-handed weapon, коим он и является, я использую Fit Crossbow Expert для того, чтобы и бонус-экшеном второй рукой я стреляю по меджаю. Ну, помеджай. Ну или Ну, поставь. Можете назвать это его. важно. Можете его назвать как угодно. Хорошо, я приму это. Ролл-атак. Это 15 плюс... плюс... это 20 versus АЦ. Есть попадание? Есть попадание. Он human? Нет. Понятно. То есть он непонятно что. Тогда это будет 1d6. Естественно. 4 пирсинг дамага. Ты видишь, что твой болт влетает в его одеяние, но под одеянием явно у него есть какая-то броня. Он там остается, но он doesn't do nearly enough damage to wound him. Ты чувствуешь, что, скажем так, довольно много болтов понадобится для того, чтобы свалить. Конкретно болтов? Ну, твоего оружия вот Резист работает недостаточно. Да. Ясно, понятно. Ну, собственно, и еще одна вещь, которую я делаю, у меня остался мув. Там была винтовая лестница. Я не заявлял, что я откручиваю. Да, ты пошел наверх, короче, да? Я передвигаюсь немножко выше. То есть я, по идее, То есть, грубо говоря, ты будешь за встал. камеру вот так вот вылезать, стрелять и залезать обратно. верно? Ога. Хорошо, я понял тебя, хорошо. Останься там, ну, мы будем помнить. Или на белое себя переместил, вот на границу. Окей. Хорошо, ход Реми. Реми, наверное, не видит то, что происходит за его спиной, где-то между Максимом и Аяей. Он делает какие-то пасы руками, в одной из рук его звуковая отвертка. Вот. Я высматриваю любой валяющийся где-то булыжник, высыпающийся архи, он должен быть, и с помощью магии запускаю его в сторону этого чувака. Хорошо, что нужно кинуть? Dexterity saving throw, Ты используешь катапульту. если я правильно помню. Джедай. Камень влетает в него напрямую. Угу. Прям в чайник. Это 10 бланжинг урона. Хорошо, значит, у этого камня никаких нету проблем с тем, чтобы ударить его, собственно, то, что влетает камень, он ударяется головой об стену. Видно, что на его лбу выступает такое синеватое, жидкое нечто, кровь вот этого существа. Ты все? Да. Ход все со стрессом. Окей. Так. Нам придется уничтожить дух защитника. Но я боюсь, мы не сможем развоплотить его полностью, он еще сможет вернуться. Да простит меня Гор за это. Я надеюсь, он не сильно. Гор был бы доволен, что ты устраняешь каких-то мерзких тварей, которые используют его заклинания. Ну, кстати, да. 14. Ты мотивирован? Ты попадаешь. Да, вы видите, как вокруг него начинает вибрировать именно воздух. Так, и я его прошибаю своим мечом. Мечом прошибаю на 3 урона. Я старался. Единица. Тип урона? Слэшинг. Ты разрываешь часть его платья, мантии. Разрываешь часть его мантии и наносишь свои 3 урона as is. Спасибо Буйну Блейду. Ход Дамьена. Окей. Дамьен на мгновение делает один шаг назад сначала, после чего, прищуренно глянув на это привидение, или чем это ни было, направляет руки вниз, и вы слышите сначала короткий треск, потом начинает все более громкий. Вниз начинают лететь молнии, из-за чего очки прикут еще сильнее, чем когда-либо прежде. И Вичболт. Что кидать? Ты кидаешь... Так. Нет, все-таки я кидаю Ranged Attack Spell, да. Давай. Да. Ranged Attack Spell... Сколько результатов? 15 результат на досе и Есть 5... попадание. Окей.
Фактически прямых линий не видно, но как будто бы пол слегка на мгновение трясет, и из самого пола снизу вверх в него ударяют молнии, как будто бы они протекают через этот пол. Отлично. Урон 1d12. 1. Что ж такое-то? И я кинул единицу, и он кинул единицу, кстати, на Ну, все. окей. Так, и Дамьен сейчас находится за каким-то укрытием, за поворотом или что-то подобное? Да, за небольшим поворотом это выход на лестницу, в том числе он. Окей, Дамьен чуть В этом месте отступает. сужаться начинает. Ну, как бы чисто реплейный Дамьен отступает чуть назад за вот это вот сужение. Вот, но от него продолжает слышаться треск, и молнии продолжают от него постоянно лететь в пол. Ну, это да, это молнии, грубо, большинство молний пока что били вокруг, особо не попадая в хранителя. Хранитель. Хранитель заносит свой клинок. Глаз Гора пылает в темноте. 23, я поднимаю шелду. Вне двух времен все желаемое тобой и так близко, и так далеко. Произносит хранитель, и ты чувствуешь, и вторую руку, которая у него свободная, пытается приложить к тебе. Вот, ты оттолкнешь ее щитом. Лечу к стене, прикасаюсь рукой, это не считается за экшен. Да, это, ну смотри, развернуться так, чтобы полететь здесь нельзя. Прям Недостаточно высоко. Тебе придется переть. Я возмущена. Окей, я понимаю, что я не могу взлететь, мне придется идти. Господи, как это ужасно. Через Состреса придется проходить за дважды. Ну, ты можешь пройти, ты можешь встать там даже сейчас. Ну так В этом что? углу. Да. Ну, нет, не совсем. Ой, вот сюда. Ну, я прямо к нему тогда встану. Ну да, нет, если не хочешь, то не Я вставай. не хочу, я хочу Хорошо, за спину хорошо. сначала. Хорошо. За спину Состреса, понимаю, что мне продвинуться очень сложно дальше. И... Там идет просто дуэль на клинках. Да, они дуэль на клинках. Я понимаю, что перекрещают, надо помочь перекрещиваются. боссу. Хотя... Просто хиль босса по кулдауну. И я кастую в него Рейфрост в... Какого босса? Врейд босса. Рейд босса. Я понял, ролл попадания. Просто D20. голову мне в затылок. И прибавляю еще... Плюс инта, плюс профишенси. Плюс 4. А Ну, спелл да. атак бонус не прибавляет? Ну, это он и Это и есть. есть. Инта плюс профишенси, это и есть твой спеллатак бонус. Не второй, да. 5. Ты хочешь поймать момент, когда можно по нему ударить на Состресу. Приходится много двигаться, его вынуждают двигаться. Ты в итоге просто перестаешь кастовать луч, иначе ты задеваешься с Состресом. Окей. Ход... хотел Айса. Если бы вы сюда и Ходи, да, все, ходи. Ну, собственно, я атакую... Ну, мне бы... Стоп! Я использую бонус экшен. Я понял, как эта штука работает. Куницын высовывается из своего укрытия, наводит один из арбалетов, с легким такой... Из него появляется, собственно, какой-то небольшой дротик. Он делает... И впивается в... Да, он впивается в хранителя. Хранителя. Да, это был Hunter's Mark. Экшен, я стреляю из этого же, собственно, самого арбалета. Дальше за ним летит стрела, короче. Да, собственно, и вы слышите... Сначала заявка, потом описание. Заявку я стреляю. Ну, давай. For crying out loud. Ну, короче, нет. Это 2... Там не надо один? Нет. Все, тогда нет. Там 2, ну, собственно, там слышно такой пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Но, видимо... Ну, из-за того, что вокруг Сестреса, наверное, щит, он болт отскакивает. Болт отскакивает от щита Сестреса, к сожалению. Да. Сестрес! Ход. Реми. Тот булыжник, который кинул Дэмиан, он где сейчас? Его выпилил Реми обратно? кинул булыжник. Рэми Нет, кинул. Дамьен. Да, он валяется рядом.
Валяется рядом, ну, наверное, за хранителем, да? Ну, сбоку немножко. Ну, тогда повторяйте же под руками, я запускаю его в спину или в бок хранителя. Тем же был Скорее всего. И он резко поворачивается и отбивает его мечом в землю, раскалывая пополам. Ну, там полурон. Там полурона есть? Нет, это же спел. Это катапульт первого уровня, нет, там нет первого уровня. Ну да, логично. Ход Сесостреса. Так, ну что ж, я продолжаю танец смерти. Делаю снова взываю гору и Маату. И промахиваюсь. 7. Да, 7. В общем, да, промахиваюсь. Ну, собственно, тогда делаю Action Surge. Вывожу клинок, на этот раз с Booming Blade. Пытаюсь зафинтовать, так сказать. Да. Давай! Это 13. Да. Окей. Опять его, ну, собственно, вибрация вокруг него продолжается, и он получает уклон. Сдохни, грязная тварь. 6 урона. Значит, хранитель, все вокруг него начинает еще сильнее вибрировать, он концентрирует свои силы, но натиск его пока что немножко замедляет. Да, смотри, и я... Этот Сесотрис, то есть вокруг него фактически танцует. Его отвлечение на твою магию позволяет тебе пройти, собственно, обойти его. Да, то есть быстро делать перекат, то есть... отвлекая его на себя. Ход Дамьена. Дамьен бьет Вичболтом. Давай. Это просто... Да, я просто концентрацию держишь, да. Да, это автодэмидж. В этом и фишка. 12. Тип урона какой? Лайтнинг. Дамьен сосредотачивается в этот раз, и из его пальцев вниз срывается, как будто волна из молнии куда-то вниз. И точно так же волной сразу несколько молний из пола ударяет. В этот раз все 4 молнии, которые попали ему в торс, оставили большие следы, из которых начинает сочиться вот это вот полукровавое, полуэктоплазменное... И хор. И хор. Он ранен. Дамьен сейчас выглядит абсолютно серьезно, даже несколько страшно, учитывая то, что глаза у него полностью закрыты и горят белым светом, в то время как вокруг него сверкают молнии. Потерявший все... Да потеряешь ты все еще раз, если покинешь этот тень назад, но не вперед. Говорит он, и в сторону, спрятавшегося за кавером нашего стрелка летит некая синяя субстанция, которая срывается с его руки назад, после чего он обратно переключается к Сесостресу. Твой АЦ плюс 2, скажи мне. АЦ плюс 2, 15, 16, 17. Эта самая субстанция ударяется в стену рядом с тобой. После чего он разворачивается и снова пытается схватить Сесострис на этот раз за его массивную шею. Давай. Души змею. Где там душу змею? Ты, Сесострис, уводишь его руку так, что она ударяется в стену, и еще раз его обманеврируешь. Ход Аяны. Ага, я подбегаю к стене. Целой рукой я макаю в кровь и прикасаюсь к стене, а та рука, которая у меня кровоточит, я опускаю капли в статую. Вы видите, как стекло начинает медленно исчезать, освобождая проход. Молодец. Заработали. Молодец, птичка. Дух остается? Дух остается? Дух остается. Теперь мы Собственно, можем с ним нормально. так, стекло исчезло, я могу пройти Да. дальше? Я прохожу дальше. Так, сколько у меня еще? Может быть. Я вот здесь, там, где стекло было, я остаюсь да, прям далеко. И еще раз пытаюсь помочь Сесострису, немножко подморозив. Ты Это потратил вот- Альшу на то, чтобы хорошо, открыть тогда. стекло. Сэр. Хранитель
теперь бросает свой взор на Аяну и говорит: Быть может, ты найдешь здесь то, что ищешь, но ты не вытащишь но ты не получишь от этого то, что ты ожидаешь. Кунисон. Я атакую с обоих арбалетов, больше мне, в общем-то, особо Стреляй. нечего делать. Давай. Натуральная 20-ка. Ну, сначала откидаю урон сначала все-таки. Давай, ну давай. Это первый арбалет. Да, это Кинь был попадание вторым, пожалуйста, сначала. 10 плюс 15. Да. Господи, я первый раз кидаю такое большое количество. Кидай прям под камеру под эту. Ну, кинул. Ну, давайте этот на самом деле я просто переброшу. 5. Это 10, 10, 18, 19 урона. Плюс 6. 6. 20... 5. 25. 25. Бараж арбалетных болтов летит. Да, там, грубо говоря, у тебя, собственно, когда ты сделал второй выстрел, у тебя успела защелкнуться на третий выстрел, улетается третья стрела. Раз, два, три влетают в его плоть, они немножко глубже погружаются, но он все еще стоит. Фига он мощный. Ай. Я просто заканчиваю. 25. Фига, Да, может, всё. пойду-ка я сюда, ребят. Я просто заканчиваю. Это было клево. Ход Реми. Что задать? Ты понимаешь, что он не слышит звуков этого паука. Некротик. Хорошо. Ход Сизостриса. Так, я Давай. использую карту. Змей. Делаю с адвантажем атаку. Окей. И... Можно мне карточку, пожалуйста? Да, и я, собственно, использую этот... Буйнблейд. Сдохну. Да, броски божественные просто. 11. Это С адвантажем, да. И кинул 2,7 на дайс. Ну нет. У тебя есть какая-нибудь вторая карта добавить? Кстати, у тебя есть еще одна карта. А что, он мне даст еще один адвантаж? Или А как? есть еще какой-то вариант, что нам Она сделать? кто? Это килить кроличье. Цифры есть? Не, без сознания. Нет, без цифр. Ну, тебе ничего не дайс. Окей. Будет как лак-фит работать. Найс. 11 плюс? Плюс 4, 15. Есть, конечно. Сдохни ты уже. Дай мне карту. Дай мне карту. Умри, Карту тварь. дайте, карту. Карту Да, передайте. Умри, тварь. 5 урона. How do you do it? Да! Во имя Бора просто втыкаю в этого чужеземца, который посмел прикоснуться к нашим реликвиям. Посмел провести священный ритуал с каким-то просто тварью, явно не из нашего ордена. Я думаю, его отвлекли немножко болты, Да. которые там пролетали. И просто я такой типа, отправляйся к Анубису! Точно? Нет, к Анубису! Давай. Вот, отправляйся к Анубису! Передавай дружкам привет! Он разоплощается просто. Бью трупак молнией. На 6 урона. Значит, во время развоплощения последний рев и рык гласит: В сердце башни судьба твоя лежит. и прах летит в сторону Реми. Последние 5 минут вы видите башню. Что последние Последние 5 5 минут мы записываем. Я прошу прощения. Таймскип 5 минут. Последние 5 минут вы видите башню. I'm too dramatic. I'm just too dramatic. Я только просто время подумал. Видите башню. Вы видите основное помещение башни, вы стоите прямо перед ним. Ну что, пошли, что ли? Кто первый заходит? А можно же я за... Ну, да, ты, или лучше они?
Дамьен просто а я ловушки проверю. заходит вперед, делает один ровный шаг и останавливается. Только я там лежу уже. Да. И смотрит, как он Переступайте. Нет, она лежит рядом в углу. он Смотрите, смотрит неважно, и кто видит первый там. зашел, можно считать, что вы зашли втроем одновременно, вы заходите. Для тех, кто остался позади, это выглядит, как будто вы прошли через какую-то мембрану невидимую, и вас не видно с той стороны. А сначала оставшиеся вы что делаете? Мы заходим. Вы также все заходите в эту самую мембрану, и заходя внутрь, вы понимаете, что вы каждый из вас стоит один в этом помещении.